Представляем новый плагин для расчета квартирографии. Удобный и понятный инструмент для автоматизированного расчета квартир. Передо мной небольшой домик, состоящий из двух разноэтажных секций с нетиповой индивидуальной планировкой. Кроме квартир в нем имеются места общего пользования, встроенные коммерческие и технические помещения и подземная автостоянка, так что придется отделить квартиры от других помещений. К тому же жилые помещения в первой секции начинаются со второго этажа, а во второй – с первого. Преимущество данного алгоритма в простоте и универсальности. В первую очередь не требуется предварительная нумерация квартир и абсолютно отсутствует ручной выбор помещений, который тормозит процесс и приводит к ошибкам, как любая ручная операция. С плагином можно начинать работу с квартирами с любого места в любую сторону в произвольном порядке. Плагин работает с компонентами модели в связанных файлах и в группах, и данные в группах варьируются, а сами помещения могут находиться как в группах, так и вне групп. При изменении конфигурации помещений квартиры параметры и помещений, и квартир автоматически пересчитываются до момента, пока квартира не изменяется радикально. Принцип алгоритма заключается в том, что он через двери, окна, проемы и разделители проходит из помещения в помещение и определяет, где закончилась квартира и началось неквартирное помещение. По выходе из квартиры всем помещениям, которые алгоритм определил как пятно квартиры, задается общий идентификационный номер – ID квартиры, по которому плагин в дальнейшем будет определять остальные данные. Этот номер является сугубо техническим и может меняться каждый раз при пересчете квартирографии. Для того, чтобы алгоритм смог определить, где началась и закончилась квартира, нужен всего один дополнительный параметр – функциональное назначение, который крупными блоками объединяет помещения по функциям в здании. Мы широко используем это деление не только для квартир. Задать этот параметр почти единственное, что нужно сделать вручную. Используя цветовую схему по функциональному назначению, визуально проверяем разделение помещений по функции. Сочетание двух параметров, имя помещения и его функциональное назначение, является необходимым ключом для алгоритма поиска, сбора и расчета параметров квартир, поскольку помещения с такими именами, как коридор, холл, санузел, кабинет, могут находиться не только в квартирах. Предлагаемые плагином общие параметры имеют однотипные наименования и префиксы КВ для помещений внутри квартир и ПО для помещений, которые могут находиться как внутри, так и вне квартир. Все эти параметры удобно скомпонованы в одной группе, только имя помещения используется системное. Параметр ПО «функциональное назначение» по сути дублирует системный параметр department или назначение в русской версии, и сделано это для того, чтобы если системный параметр уже занят какой-то информацией, то все параметры для квартирографии могли быть просто накинуты сверху. Перед началом работы все квартирные параметры пустые. Кроме того, большинство из них недоступны для ручного заполнения. Параметр ПО номер помещения может быть использован как для нежилых помещений, так и для жилых при составлении индивидуальных экспликаций на каждую квартиру, что может понадобиться для регистрации объекта недвижимости. Приступаем к обработке жилых помещений. Выбираем мод плюс и кнопку «Квартирография», и появляется основное окно. Слева в колонке мы видим шаги, которые нам предстоит выполнить. Если в проекте еще нет нужных параметров, список действий будет коротким, до момента импорта параметров. В центральном окне содержание каждого шага и кнопочки с информацией, в которых разворачиваются подсказки. Основная подсказка по текущему шагу всегда находится в шапке. А теперь подробнее о том, как настроить правильный расчет квартир. Шаг «Настройка». Закладка «Общие». Это окно, в котором указывается значение параметра «Функциональное назначение» или того параметра, которым вы замените этот предлагаемый параметр, в данном случае слово «квартира». И внизу округление площади. А в закладке «Площади квартир» выбираем тип площади, который будет учитываться. Площади, округленные с коэффициентом или без коэффициента. Округление и обрезка значений до второго десятичного знака исключает погрешность в 1/100 квадратного метра, критичную для ФРС. Переходим к параметрам. Это параметры, которые плагин загрузит в проект автоматически и с которыми будет дальше работать. Предлагаемые параметры можно заменить на свои общие, если у вас есть система, которая вам удобна. Важно, чтобы формат данных параметров совпадал с предлагаемыми. Он указан в скобках. Здесь всего 3 формата.
текст, площадь и денежная единица, которая заменяет число, чтобы значения могли варьироваться в группах. Но системные параметры подставить не получится. При первом знакомстве с плагином вам придется начать с этого шага – импортировать параметры в проект, поскольку в вашей модели нет основополагающего параметра функциональное назначение. Переходим к шагу источники данных. Загрузим изначальную конфигурацию из файла Excel, так называемая матрица помещений. Его можно скачать. Здесь содержатся имена помещений, конечный список названий, встречающихся в квартирах. Поскольку в квартирах набор помещений небольшой, это вполне удобно. К тому же позволит избежать опечаток. При необходимости можно в любой момент его дополнить. Толщина чистовой отделки, размер в миллиметрах, позволяющий математически рассчитать площадь с учетом отделки без моделирования отделочных слоев. Это часто бывает необходимо даже на самых ранних этапах проектирования. Тип помещения – жилое, нежилое или неотапливаемое. Необходимо для дальнейшего вычисления параметров квартиры суммарных площадей. Например, по количеству жилых помещений с разными именами определяется количество комнат в квартире. В следующей колонке задается коэффициент площади, который будет применен автоматически для каждого помещения. И приоритет нумерации определяет, в каком порядке в квартирной спецификации будут располагаться имена. Вторая страница – типология квартир. Здесь в первой колонке задается тип квартиры, а во всех остальных критерии, по которым этот тип будет автоматически определен. Поэтому сделать иррациональную типологию не получится. Первый и основной критерий – это количество жилых комнат. Дальше минимальная и максимальная площадь. Если вам нужно среди однотипных квартир сделать более тонкое деление по площади. Если нет разницы, оставим поле пустым. Дальше можно задать комбинацию имеющихся или отсутствующих помещений в квартире для дополнительной градации типов квартир. Обратите внимание на пронумерованные столбцы и номер первой строки под шапкой таблицы, которую следующим шагом запросит плагин. Эти две таблицы можно заполнить в Excel и потом дополнять уже в Revit. Итак, мы загружаем первую таблицу из матрицы, страница помещения, которая принесет информацию обо всех возможных именах помещений и их параметрах. Затем указываем номера столбцов и первой строки с данными. В интерфейсе плагина можно удалить или добавить новые строки, а заголовки столбцов являются сортировками. Дальнейшие изменения можно производить прямо в Revit. Excel тут скорее для старта. Связь плагина с матрицей помещений не динамическая, поэтому при изменениях матрицу следует загрузить заново. Также изменения из Revit можно экспортировать в Excel. Переходим к исходным проверкам. Их две. Наличие неразмещенных помещений, где можно их выбрать с шифтом и удалить. Неокруженные или избыточные помещения плагином не отслеживаются. Их следует удалить средствами Revit. Вторая проверка на валидность помещений, где плагин в столбике проблемы укажет причину невалидности. В данном примере плагин определил, что ряд функциональных назначений, к которым отнесены помещения, отсутствует в его проверочном списке. Я возвращаюсь в шаг настройки и создаю список функциональных назначений. Это нужно для того, чтобы в процессе проектирования случайные или новые помещения не были проигнорированы расчетным алгоритмом. Идеальное состояние расчетных проверок вот такое. В проекте не обнаружено неразмещенных помещений и все помещения валидны. Искусственно удалю значение функциональное назначение для одной комнаты, и тут же вижу, что проверка обнаружила проблему и описала ее. Выбрав мишенью это помещение в модели, верну значение параметра. Таким образом, все предварительные проверки закончены, все помещения имеют необходимые параметры для обработки плагином, и все дальнейшие вычисления будут производиться автоматически. Итак, обработка квартир. Она начинается с шага «Сбор квартир». Это нужно сделать всего один раз на проект, и если глобально квартиры не меняются, то показатели будут просто пересчитываться по изменению геометрии помещений. На этом шаге определяются пятна квартир через двери, окна и разделители. Выбираю расчет во всем проекте и нажимаю кнопку «Собрать». Квартиры собрались, но в списке некорректных помещений появилась спальня без дверей. Также могут найтись помещения, двери из которых ведут в пустые пространства без помещений. Мишень позволяет выбрать элемент в модели и навести фокус на выбранный объект. Добавлю дверь и снова пересчитаю.
Поменяю цветовую схему на параметр ID квартиры, и квартиры окрасятся в индивидуальные случайные цвета. Параметр ID квартиры является внутренним программным идентификатором, так же как схема по ID, которая нужна только для визуальной оценки корректности определения пятен квартир. После второго прохода видим, что больше не обнаружено ошибок, и спальня присоединилась к нужной квартире. Обратите внимание, что часть наружных стен, а также стены с дверьми внутренней планировки являются связанными файлами, что не мешает плагину определять связи через двери между помещениями. Поменяв цветовую схему по ID квартиры, быстро пробегусь по этажам и обнаруживаю, что на последнем этаже балконы не присоединились к своим квартирам. Здесь в аварийном случае можно воспользоваться ручным выбором помещений. Но в итоге оказалось, что между балконами был нарисован разделитель помещений, из-за которого балконы составили одну отдельную квартиру. В принципе, разделители балконов разных квартир должны быть чем-то более материальным, чем пунктир, нарисованный мелом на полу. Переходим к следующему шагу – расчет квартир. Выбираю во всем проекте и нажимаю кнопку «Рассчитать». Расчет будет производиться по матрице помещений и по техническому заданию на типы квартир одновременно. В параметры каждого помещения квартиры заносятся данные обо всех параметрах этого помещения и о квартире, в которой оно расположено. Внизу окна можно выбрать площадь, по которой будет определяться тип квартиры. Расчет произведен. Время расчета показано реальное, без монтажа. Найдено 66 квартир, и часть квартир не типизирована. Скорее всего, их параметры не соответствуют заданным параметрам в типах квартир. Нахожу ошибку. В модели такие квартиры имеют кухню-столовую, а в условиях типа записана кухня. Заменяю в условиях кухню на кухню-столовую и еще раз запускаю расчет. Теперь все квартиры получили типы, и эти данные автоматически отображаются в марках. И более того, если подвигать стенки, изменяя геометрию помещений, изменяется и площадь помещения, и сумма площадей. И даже тип тоже изменится, если по условиям квартира станет другой. Мы видим, что квартирографические параметры жилых помещений заполнились. Осталось пронумеровать квартиры для регистрации объектов недвижимости. Это уже настоящий номер, который будет использован при продаже квартир и приклеен на дверь. И как положено, мы задаем его в самом конце, когда все квартиры устаканились, а проект находится на финальной стадии. Здесь есть возможность сквозной нумерации и учета расположения квартир в корпусах и секциях. Мне подойдет вариант с учетом номера секции. Плагин этот параметр не загружает, поэтому тут каждый подставит свой. Записываю имя параметра в поле. Это может быть и числовой, и текстовый параметр. Настройки нумерации. Мы выбираем направление по или против часовой стрелки или указать для ручного управления и начало нумерации, то есть стартовый номер. В данный момент, поскольку квартиры в разных секциях начинаются с разных этажей, мне нужно сразу открыть два вида – первый и второй этаж. Запускаю нумератор на весь проект. В появившемся окне вижу, что программа автоматически определила наличие двух секций по параметру, которую я только что указала. Выбираю точку старта и направление нумерации для каждой секции. Результат для первой секции меня устраивает, а для второй не совсем, потому что расположение квартир на первом и последующих этажах разное, и стартовую точку на каждом этаже мне нужно теперь поменять. Также на каждом этаже укажу соответствующий стартовый номер. Здесь я использую возможность перенумерации по виду. Выделяю и изолирую на виде нужную мне часть плана и снова запускаю нумерацию для выбранного участка. В результате добиваюсь требуемого порядка. Дополнительно в номер можно добавить любой параметр, его можно выбрать из списка, а также номер или имя корпуса и номер секции. В мою марку они не влезают, поэтому оставлю только номер квартиры. Спецификация. Предварительно можно собрать квартирные ведомости помещений по техническому параметру ID квартиры. В результате помещения выстраиваются в однотипной последовательности.
Этот порядок определен настройкой в матрице помещений, а именно приоритетом нумерации. При добавлении номера квартиры видно, насколько финальная нумерация отличается от ID квартиры и насколько удобно иметь оба эти параметра для разных целей. Вторая ведомость – количество квартир. Она собирается по параметру метка квартиры. Этот параметр заполняется плагином в момент расчета квартир, где в самое большое помещение квартиры записывается единица, а во все остальные помещения – 0. Таким образом, отфильтровав помещение по единице, получаем итог, сколько каких квартир есть в модели, и можем вычислить их процентное соотношение, как правило, требуемое заказчиком. Поскольку все данные по квартире записаны плагином в каждое помещение квартиры, в подобной ведомости мы можем получить и все три площади с коэффициентами и без, и просуммировать разные показатели. Ну а теперь рассмотрим, как работает тот же плагин уже с гостиницей. Гостиница не очень сильно отличается от квартир, а в данном случае я рассматриваю проект апартаментов, нечто среднее между гостиницей и квартирами. Я вижу, что помещения разделены по функциональному назначению на апартаменты и места общего пользования, и запускаю плагин. В плагине я вижу, что количество шагов очень маленькое, но пока заполняю все, что есть. Индикатор квартир – апартаменты, округление площадей до 0,05 метра. Перехожу в параметры. Здесь видно, что в проекте отсутствуют почти все требуемые параметры, и я их просто создаю кнопкой «Создать». Подготовлю источники. Для гостиницы мне нужно немного подправить матрицу помещений. Она будет значительно короче, чем для квартир, всего несколько строк. В закладке «Квартиры» я поменяю типы квартир, или в данном случае номеров. Их пока получается всего 3 – однокомнатные и двухкомнатные, причем однокомнатные я хочу разделить по площади на 2 подтипа. Возвращаюсь в плагин и загружаю эти две таблицы. Закладка «Помещения», указываю номер стартовой строки и номера столбцов. И типы квартир. Получаю список и проверяю, какая площадь будет суммироваться, чтобы получить типы квартир. Перехожу к исходным проверкам. Вижу, что не хватает функционального назначения места общего пользования (МОП). В настройках добавляю строку МОП и возвращаюсь в проверку, и получаю идеальное состояние без ошибок. Перехожу к шагу сбора квартир. Сбор квартир я буду осуществлять во всем проекте. Нажимаю кнопку «Собрать». Расчет квартир я также буду производить на весь проект. Итак, условные квартиры просчитаны, и для проверки я создам цветовую схему по параметру тип квартиры. И тут я обнаруживаю, что торцевые квартирки с балконами так и просятся в отдельный тип. Возвращаюсь в источники и добавляю в типах квартир новую строку прямо в Revit. Задаю имя этого нового типа квартиры и критерии. Количество комнат, площадь меня не интересует, я ее пропускаю. Но главное, эта квартира отличается наличием балкона, а значит, во всех остальных подобных типах балкон должен отсутствовать. Пересчитываю квартиры и получаю новый тип, который хорошо выделен цветом на плане. Проверю, как просуммировались площади. И действительно, там, где есть балкон, площади записаны правильно с учетом понижающего коэффициента. Теперь пронумерую все номера на виде. Выбираю по часовой стрелке правый верхний угол. Результат меня не устроил, и я меняю направление нумерации напротив часовой стрелки. И вот теперь все получилось. И теперь, поскольку это все-таки не совсем квартира, я хочу, чтобы марки помещений у меня были наподобие неквартирной марки в кружке с номером этажа, группы и номером помещения в текущей группе помещений. Я создам дополнительный тип марки на основе существующей, но в этом типе в метке заменю одно поле группы помещений в середине метки на номер квартиры. Теперь в каждом помещении квартиры гостиницы у меня есть номер этажа, номер помещения и средняя цифра, порядковый номер этого гостиничного номера. Уж простите за тавтологию. Ну и под конец. Что касается расчетного уменьшения площади с учетом черновых отделочных слоев. Выделив помещение санузла, сравниваю системный параметр площадь и параметр КВ площадь округленная.
Они близки, не считая округления до 0,05 квадратного метра, заданного мной для расчета. Прямо в окне плагина в источниках для типа помещения санузел поменяю толщину отделочных слоев на 20 мм. Снова запущу расчет квартир и проверю результат. Если сравнить системный параметр площадь помещения, который сейчас 3,82, то рассчитанный плагином параметр площадь с учетом округления теперь равен 3,65. Так что без моделирования мы можем очень быстро прикинуть разницу площади с учетом отделки стен плиткой. Для отображения этих двух площадей приспособлены разные марки. Например, стандартная марка нежилого помещения отображает системный параметр площадь, а марка помещения квартиры с префиксом КВ отображает параметр площадь округленная, где уже учтена виртуальная отделка. Среди прочих инструментов по сбору квартирографии данный плагин отличают системность и гибкость в назначении параметров за счет матричной формы, однозначно понятные наименования параметров, в частности приведенные в соответствии с терминологией СП здания жилые многоквартирные. Почти полное отсутствие ручного выбора помещений и ввода данных, возможность иметь актуальные значения показателей квартир в каждый момент времени и возможность использования своих привычных параметров, наличие необходимых и достаточных проверок и высокая скорость работы программы, универсальность инструмента, применимого на любой стадии от концепции до рабочей при различных методах моделирования, гибкость подходов и своевременное обновление и доработки инструмента и всегда движение навстречу потребителю продукта. Так, сервис автоматического пересчета площадей при изменении помещений останется рабочим даже по истечении срока лицензии, при условии, что квартиры уже собраны и рассчитаны.